Так, ну что, ребятки, всем привет. Как говорится, рад приветствовать вас на моем канале. Продолжаем. Игра SnowRunner. Залив Педро. Аляска. Так, кто тут у нас присоединился? Ужасы. Привет, ужасы. Фрэнки Маслоу, привет. Айсбакс, здорово. Погнали. Погнали, ребятки. Так, что у нас там по задачам, кстати? Да, сегодня был жуткий день. Было дико жарко. Еле выжил. Так. Что-то я делал. Переезд. Нет. Блоки. Балки. Во. Следить. Нам уже пора ремонтировать очередную секцию трубопровода. Но все никак не подвезу остальные балки. Заказанные несколько дней назад. Поможете? Поможем. Еще как поможем. Догоним и поможем. Так, куда едем? В район трубопровода. Окей. Так, здесь мы что? Ну, кстати, можно здесь проехать. Не обязательно все объезжать. Здесь вроде такой простенький переезд. Не токсичный. Да, погнали. Довезу балки, а потом уже пересяду на военного пахаря, так называемого. Первый раз использую, кстати, такой прицеп. Никогда его не брал, потому что он дико тяжелый. Плюс груз, сами понимаете. То есть машины первого уровня было бы супер тяжело, так сказать, таскать такие вещи. Жалко, не удалось заработать опыта, чтобы открыть еще один грузовичок, который находится на 24 уровне. Было бы интересно попробовать его на вкус. Тяжеловато? Так, в смысле? Не зацепиться? Прикольно. Ладно, попытаемся своими силами. Не хочет?
Так, ну. Второй вариант. Да отпусти ты меня. Что-то как-то он глубоко увязает, похоже, прицеп. Надеюсь, это сработает. Легко, легко. Так. Что, ребят, не забывайте ставить палец вверх. Это, по-моему, самое простое действие, которое вы можете совершить. Так, опаньки. Обновил, кстати, трансляцию. Игротека, привет. Не видел сообщение. Нова ретроплей, привет. Привет всем. Обновил чат. Не видел сообщений. Сорян. Всем привет. Дела нормально. Ну, более-менее, так сказать. Кстати, игротека. Посмотрел я American Truck Simulator. Ну, блин, там какая-то графика такая прямо простенькая очень. Как-то не зацепило глаз моих. Охота все-таки, ну, получать удовольствие. И от картинки, и от процесса. Спасибо, Нова ретроплей. Стар. Спасибо, дружище. Желаю всем много подписчиков и зрителей. Сейчас очень большая конкуренция в этом жанре. Ну, сами знаете. Ну, не жанре, а, так сказать, на этом поприще. Конкуренция большая.
Поэтому сложновато все это делать. Вернее, делать-то не сложновато, продвигаться сложновато. Сейчас очень хорошо заходят политические темы. Политическая повестка дня, так сказать. А игры это уже на втором, даже на третьем, наверное, плане. Не, ну конкуренция как бы, это что же хорошо. Заставляет тебя, так сказать, как-то двигаться, улучшать картинку, контент. Я правильно еду? Да. Кстати, поставил кинцо вчера. Или позавчера. Ну такое. Посмотреть можно, так сказать. Называется «Старая гвардия». Хорошо, Роман. Просто тут самое главное не подзабыть. Сериал «Пляж» не смотрел. Меня зовут Денис. Я как-то русские сериалы особо не смотрю, если только... Что я смотрел из последнего? «Эпидемия», кажется. Зимой выходил. Так, расходники, получите и распишитесь. Найс. Спасибо, а то у меня аж целая бригада заскучала. Без дела из этих балбесов в отделе логистики. Окей. Пляж. Не, ну, ники просто они на виду, хоть понятно. А с именами сложновато, если все будут представляться по именам. Не упомнишь всех. Так, ну что дальше-то будем делать? Здесь все.
Пуск станции обслуживания. Ну. Получается, 2 контракта осталось, что ли? Ну еще можно открыть локацию, кстати. Да, надо, кстати, локацию открыть. Что-то я не заморочился. Сейчас быстренько прокатимся. Карта маленькая. Да-да-да, я поменяю его. Но сначала я... Так, сейчас секундочку найдем его. Можно, в принципе, и на нем погонять. Блин, опять эти вертолеты, а? У меня какая-то проблема со звуком. Это, я понял, это флешбеки. Флешбеки у этого грузовика, типа, его преследуют, во Вьетнаме вертолеты. Да, я вчера тоже в трендах увидел это. Коваленко и Зелимхан, как кажется, так. А потом было видео, собственно говоря, этот Зелимхан извиняется. Чувак, который просил всех извиняться, теперь сам извиняется. Да, эти чеченцы интересные люди. Не, без претензий, если что. А то ведь там у них Кадыров со своей армией. Сегодня еще нашли остальных. Теперь там все извинились из этой банды. Да. Это уже как в Чечне, это, наверное, как национальная идея, национальная традиция извиняться за все. Ну или просить извинений.
Так, мне нужны бетонные... А, нет, я же хочу открыть вышки. Может, движок какой-то баркованный? Чего он так шумит, а? Я помню, ну, такой первый, так сказать, кейс с извинениями. Это было, кажется, Мэдисон или я, который извинялся даже. Вроде бы он. Так, ну, такой как бы инфоповод был публичных извинений. Ё-моё, я зачитался на комменты. Стоп, я что, себе сломал что-то? Благо нет. Тут должна где-то подвеска находиться на этой карте. Так. Ну, кстати, можно с этой вышки начать. Лишь бы не проехать, как обычно. Посмотри у него, как он с еще больше толпой общается с дагами в притоне. А кто общается с Коваленко? Я просто о нем только о этом, так сказать, ютубере узнал вчера, ну или позавчера, когда эта новость начала форситься и со всех каналов. Да, ну окей, посмотрим. А, кстати, этот Зелимхан, похоже, удалил свой канал. Но видосов на нем нет. Ну или просто скрыл, может быть. Ушел в подполье, наверное. Ну или пока все не стихнет. О, 21 левел. Найс. Только проблема в том, что у меня гараж находится на другой карте. Даже не прокачать никак. Так. И шо тут? А, еще одна вышка. Погнали.
Звук такой знакомый, прямо вот этот, нарастающий. Не звук вертолета, а вот еще один звук глубинный такой. Прям знакомый. Так, здесь можно вообще проехать? Да, явно не пригодится высокая подвеска. Илья, привет. Так вот, он сейчас в Чечне отсидится с годика. Про него все забудут. И он опять начнет свою деятельность. Ну, возможно, не так агрессивно. Так сказать, от обстоятельств. Он бы и так и дальше продолжал бы творить дичь, если бы не огласка. Спасибо, Илья, спасибо. А по-любому отсидится. Отсидится годик, два, может. Под поле, затишье. По идее, на него его должны были арестовать, но он только извинился. Так, стоп. Что-то я проехал. Это улучшение. Так, это у нас сцепление. Улучшенное улучшенное специальное. Так, для Азова, ого. Типа коробка. Был бы какой-нибудь, не знаю, передвижной гараж, что ли, чтобы можно уставить модификации. Негоже это гонять грузовик через две карты. Не, ну по идее же они напали толпой на чувака, избили, это же получается организованная банда. За это сроки, по идее, должны быть серьезные. А он только извинился. Значит, есть подвязки. Так, это что у нас? Поручение, упавший стол. Привет! Это Питер из Моррисона. Я сейчас на складе, сидим тут в полной темноте. Наверное, где-то стол упал.
У вас будет время проверить? Конечно, чё? Что мне еще делать? Так, стоп. Интересно. Здесь он мне не помешает проехать? Столбецкий этот. Надеюсь, столб не здесь. А, он там, с левой стороны. Лишь бы не перевернуться. Тут даже спасти некому. Не, ну почему нет? Они изучают как и чеченский, так и русский язык. Они же все-таки в России находятся. Так, кстати, улучшение. Может, вообще в Москве рос. Подвеска. О, подвеска. Кстати, для НК. МК-38. Еще бы установить где-нибудь. Ну, блин, это был бы, да, жесткий резонанс. Ютубера. Не, можно сказать, ни за что, но это уже беспредел. Привет. Привет, Майкл де Санта, Фрэнклин Клинтон, Тревор Филлипс. Привет, дружище. Так, окей. Что еще? Так, еще один столб, и можно уже выполнять задачи. Сейчас на этом докачу туда. До столба. Вернее, до вышки. А здесь мы сделали. И сюда. Так, я проеду. Как узенько. Так, ну мы справились. Так, дальше. Дальше направо.
Я посмотрю, обращу внимание на этот канал. Добр Джек, привет. Спасибо. Спасибо за пожелание. Спасибо за лайк. За коммент. За внимание. Наконец. Опаньки, что это такое? Просто железяк. Просто я, признаюсь честно, эти бои не особо люблю смотреть. Просто я понимаю, какие травмы наносятся во время этих боев. И как-то тяжеловато воспринимать все это дело. Так, изредка можно что-нибудь глянуть по типу там UFC. Ну, по крайней мере, когда этот Конор дрался с Хабибом, было интересно смотреть. Тем более они боролись постоянно. Спасибо. Спасибо, игротека. Давай. Привет, симбиоз. Добрый вечер. Так, ну что, это последняя вышка была? Виктор, привет. Приветик, спасибо. Спасибо за супер лайк. Так, да, это у нас еще одна вышка, то есть, вернее, последняя вышечка была. Теперь уже можно пройтись по заданию. Так. То есть все равно придется упавший столб делать задание. Ясно. Доски нужны. Чтобы найти бы топливо. А, топливо здесь. Кстати. Так, я поеду здесь. Проеду здесь и... Да. Как жизнь молодая, спрашивает Виктор. Пойдет. Потихоньку. Не блещет, но пойдет. Так. Смогу ли я проехать здесь? Не пересел. Наверное, должен. Такой легендарный аппарат. Неужели он
Не проедет, конечно, проедет. Легко. Пока буду прокладывать все маршруты, потому что еще пока... Опаньки, это еще улучшение. Точила огонь. Монстр. Блин, топляк кончается, гайс. О, кстати, у меня это... Антирекорд. 2 дизлайка. Вроде 2 еще не было дизлайков, максимум 1 был. Прикольно. У тебя в голове один топляк, это зомби. Ну, топляк. Ну. У кого какие ассоциации, просто видишь. Я сокращенно называю топляк топлива. А это что такое? А, это для внедорожника, то есть для вездехода. Один и тот же тип с разных аккаунтов? Может быть. Так, 14 литров осталось. Есть ли? Как раз 6 литров осталось. Найс. Так. Заправить. Баки маленькие. 200 литров. Ну, это смешно. О, еще какое-то оборудование. Такое еще не видел. Это кабель какой-то. Прикольно. Так, доски. Так. Сейчас долетим. Чтобы не потеряться в заливе Педро.
Может, подвеску поставить повыше? Сгонять. Интересно посмотреть просто, насколько он будет хорош. С подвеской высокой. И со специальной коробкой. Так. Старина Мак и застрявшая машина. Фамильные ценности. Потом. Когда-нибудь. Угу. Вижу игротека. Вновь со мной. Спасибо. Так. Что это такое? А, ты как раз таки посмотрел свежий апдейт по новостям? Ясно. Короче, что-то как-то это... А нет, все нормально. Я уже подумал, попал в просак. Ё! Блять. Да, вот теперь точно попал в просак. Так. Кстати, мы еще на ходу. О. Давай, пожалуйста. Самое главное, доски не выпали. Е-бой. Как так-то, а? Что он такой? Даже страшно ехать. Просак, конечно. Расстояние. Ну, сам знаешь. Между яйцами и дыркой жопы. Так, это хорошо, что я выжил. И досочки мои остались в кузове. Хотя была бы невелика потеря, можно было загрузить заново. Но, блин, это же потеря времени.
Ух ты, какая тут жижуха. Интересно. Пробуй с левой стороны. Да нет, как раз таки знаю всякую фигню. То, что не нужно знать. Мне что-нибудь полезное знать. Так, чё это? Здорово. Прошел я вчера квалификацию на ранге, и теперь даже не знаю, стоит ли пытаться катать дальше. Мне все сложным показалось. Удачного стрима. Лайк слепил. Привет, Смок. Радостный Смок залетел. Спасибо. Спасибо за твой донат. Люблю твой донат, кстати. Не знаю почему. Я что-то подумал по поводу этих рангов. Нафига? Нафига мне опять париться? Не хочу. И, собственно говоря, даже не стал париться. Ну, пытаться что-то делать. Я просто вспомнил, как я в том году потел. И что-то в этом году я ну, желание у меня не появилось. Тем более награда, ну, не особо существенная. Я лучше подожду Стального Охотника. Стальной Охотник, вот это дело. И уже взводиком катанем. Кстати, когда он будет? Когда начинается этот режим? Так, нет, дальше. Тем более, что такая жара, сидеть, задротить в танк, что-то. Я прямо это не захотел. У меня и так штаны, ну сейчас, штаны сырые, блин, сижу. 30 в квартире, ну это жестко. Еще и в ранге потеть, у меня жопа сгорит точно. Так, разгрузить. Да будет свет, наконец-то. Спасибо за помощь. Если бы не вы, то нам бы еще долго в потемках сидеть. Давно пора заменить этот деревянный стол. Давно пора. Ребят. Так, что там у нас дальше по плану? Доставка машины, складская погрузка. Так, ну вроде везде дорогу расчистил, теперь можно основную задачу делать. Пуск станции обслуживания. Следите. Так. Во. Нужны расходники и бетонные блоки. Так, здесь у нас только блоки. А расходники? Ах. Ну капец, расходники на той карте. Но зато это повод заехать в гараж, поставить подвеску, поставить новую коробку.
Так, так. Офигеть. Прям подвеска так просела. Прикольно. Да что такое происходит-то? Смог, ты что-то сегодня разошелся. Взводи-ка остальное охотник. Обещаешь? Ну, даю слово. Ожидаю, когда стартует Даю слово, программа. что взводиком погоняем. Режим не токсичный, это же не рандом. Мне в рандом страшно заходить. Честно скажу, просто страшно. А подобные режимы фановые, да легко. Просто легко. Может быть в сентябре поменяется, ну, вернутся игроки нормальные. А пока что это просто дыра. Там еще какое-то обновление должно быть, кстати, новое, которое, мне кажется, сломает все, как обычно, в картохи. Новое оборудование они ведут. Вообще какой-то трэш там начнется. Я тебе говорю. Запомни мои слова. Кстати, я отвязал карту, ой, не карту, а телефон от аккаунта. Теперь через месяц только можно поменять почту. Да, ну и система у них, конечно. Сейчас это перевернется. Может, не стоит сюда ставить подвеску кусок? Что-то прям как-то люто переворачивается. Игротека, я не знаю. Как хочешь, хоть. Это ж все по желанию делается. Ну, Колян уже такой прямо спонсор топовых стримов, поэтому и имеет модерку. Полное право, так сказать, имеет на это. Ну, также даю модурку тем, кто долго сидит, ну, вернее, не долго сидит, а регулярно появляется. Частенько. Заправить. Так, я не понял, не заправил, что ли? Не понял, алло. Что за прикол?
Я не могу заправиться. Не, ну если ты очень сильно хочешь. Тут одно место, можно сказать, освободилось модер. Ну, еще не точно. Сидел тут один модер. Стример, модер. Ну, не стример, а не модер, а вернее... человечек, банплей. Регулярно появлялся, сейчас что-то куда-то пропал. Не знаю, может, лет, каникулы. Надо тоже снять видос, кстати, у меня 7 нарушений авторских уже. Хорошо. Как скажешь. Ну, вернее, скажешь, конечно. Так, все, немножко отвлекся. Расходники. Тпхаемся на базу. Ставим подвеску. Ну, попробуем все-таки подвеску эту. И коробку. В смысле? У меня и так она стояла. Когда что я открыл? Значит, не ее. Так, и колесики побольше. Так, бездорожье отлично, грязь отлично, на льду отлично. Трасса средняя. Что еще можно присобачить? Вроде все. Можно еще боевую раскраску принять, кстати. Может быть, пустынный вариант? Мне нравится. Они у этого грузовика сделали подвеску как-то более реалистично. И лебезный. Как-то веришь, что это как будто бы реальная модель. Сейчас, если чекнем скорость. Разогнаться негде. Кстати, может быть... Может его протестить на полосе? Какая полоса роскошная. По-быстрому, что скажете?
Мне даже интересно стало. Мне кажется, он едет километров 80, ну может 100. Так. Спидометр видно. Так, ну у него максималка 100. То есть она вряд ли будет больше. Ладно, посмотрим. Мне кажется, 90. Может 80. Погнали. Давай, давай, кочегар. 40. 40. В смысле? Издеваетесь? Это что, трамплин, что ли, здесь? Трамплин стоит. Всего 40. Не, ну там еще есть коробка скоростная. Может быть, если ее поставить, будет быстрее. Не очки. Так. Скоростная еще есть. Оказалось, как будто бы ей километров 60-70. Вот по ощущениям. Не, там там получается верхняя цифра это мили, а внизу километр. Какая же плохая коробка, а? Ужас. То есть получается верхние цифры это мили как раз, а нижние цифры это километр. Вот уже 40, кстати, есть. Во. Нашего чувака даже голову оторвал, смотрите. Я не знаю, сколько. Охренеть. Там у чувака даже реально голову снесло. Блин, надо все-таки посмотреть, сколько там скорость. Ну ладно. Можно еще, чтобы посмотреть, прокатиться. Уже баги так и не исправили в этой игре. Ну, не все. Ну, со скоростной уже другое дело.
Так, ну все, приготовились, понеслась. Ей сейчас мне голову не оторвет. Так, погнали. 40 уже есть. Нет, опять голова отрывается у чувака. 50. Давай, 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 давай. Нет, не вижу, что происходит. Короче, 60 километров в час было. Все, утопли. Ну, кстати, а где мы оказались? Не понял. А. Ладно. Немножко пофанились за дело, так сказать. Я думал, будет быстрее. Хотя если бы летом, может быть даже 80 было. Да ё-моё, чё с подвеской? Чё она такая хрустальная-то, а? Может, видос какой-нибудь сделать? Ну, такой коротенький. И все, которые тачки у меня есть, прогнать их по этому аэродрому, проверить скорость у них. Там, не знаю, самый быстрый внедорожник, самый быстрый грузовик. На все поставить коробку скоростную, на все грузовички скоростную коробку поставить и посмотреть. Давай, давай, игротека, спасибо, что было. Спасибо, что присутствовал. Хорошего вечера. Следующий стрим будет в пятницу. Так, еще одна карта, и мы будем на месте. А у тебя уже час 17. Понял. Тогда давай, спокойной ночи.
Так, надо расходники зацепить. Не проехать. Офигеть! Как он жестко накренился. Так. Спасибо. Спасибо, игротека. Как же все-таки она роскошно работает, подвесочка, а? Балдею с этого. Так, и что получается у нас последняя миссия, или там еще одна есть миссия? А после нее, получается, будет уже таймыр? Прикольно. Прикольно. Так. Не думал, не гадал. На таймыр попал. Так. Есть срез. Блин, на него шкурку Урала накинуть и прям один в один будет Урал. Сегодня, кстати, обещали грозу спасительную, пока что-то ничего нет. Я весь сырой уже.
Колян, Сам ведь сказал, что нравится мои донатики. Уж и не обнаружился. Ты с Дэн Тайлюк попадешь сразу, купи себе тайга. Обещаю, что не пожалеешь. спасибо, спасибо, дружище. Купить, купить, купить. Так. Купить. Тайга. Мгм. Окей. Ты уже прошел, что ли? Получается, SnowRunner. У нас тоже 30-ка в тени на солнце, там хз сколько. Овер дохуя. И в четверг тоже ожидается до 37. Тайга это вездеход. Это не скаут, да, это вездеход. Окей. Я посмотрю все машины. Ну, постараюсь посмотреть все, что есть, конечно. Может, успею заценить. Жалко, я не открыл 24 уровень. Эх. А, еще не прошел свою кампанию, понял. Там еще есть какой-то БТР. Так, стой, я... Правильно. Типа тоже лютая имбищ. Так, ну что ж, есть. Контракт выполнен. Ну все, что нужно. Так, ну все, что нужно есть. Начинаем работу. Как и договорились, если надо будет подлатать машину, заглядывай к нам. Спасибо за 500. Так, а что дальше? Ведем последний контракт, доставка груза. Доставка груза. Это Боб из Моррисон Майнинг. У нас тут стоит прицеп с трубами, который ждет отправки на завод. Ребята на фабрике и без этого завод хватает. Но все равно хотелось бы поскорее организовать доставку. Угу, высокое седло. Да вы чё рофлите, высокое седло. Чё, мне придется опять гнать тачку. Так, секундочку. Дэри Лонгхорн. Какое тут место стоит стекло? Здесь стоит явно низко. Но он переворачивается легко. То есть такой вот, да? Небольшой, так сказать, неприятный нюансик.
Так, ну это низкое седло, стоп. Блин, ну придется... Жабы, придется тпхаться на базу опять. Опять этот адский трип. Через несколько карт. Опаньки. Движок. О. Можно поставить запасное колесо. Так. И высокое седло. Так, это 23 уровень. У меня 21. Давай, Колян. Завари-ка. Погнали. Прям как безумный Макс. Так, кстати, а здесь другие значения показывают. Как будто бы на том военном грузовичке спрингер сломанный. Потому что по этому спидометру мы уже едем километров 80. Твою мать! Офигенно. Кстати, порвалось среднее колесо, которое мне, по идее, нафиг не уперлось. Лишь бы не тормозило. Хотя можно починить колесо, но я принципиально не буду так делать. Доживем до более серьезной поломки. Кстати, как будто бы ведет влево. Или кажется.
Так, вот сейчас мы едем 40 километров. Да, можно смело заявить, что там спидометр сломан. Неправильное значение показывает. Фух. Движок не сломал. Так, полуприцеп со шлангокабелем. Я врезался. Вон, центральное колесо отвалилось. Пробил. Занесло, бывает. Сейчас починим. Да, я не хотел тратить. Более то средняя пара колес, она никак не влияет на движение, так сказать. Так, чисто как ассист. По идее, они должны убираться вверх. То есть тут механика такая, что эти колеса должны подниматься, тут даже крылья специальные под них. Но разработчики решили не усложнять видеомеханику и не добавить этой кнопочки. Она должна быть, эта кнопочка. Колесики подымались. Ух. Кстати, завтра, по-моему, должна выйти версия 6.0 SnowRunner. Но это не точно. Где-то я видел в обсуждениях. Там типа новая карта, все дела.
исправление багов. Да ё-моё, ну что такое-то, а? Чёртовы брызговики. И команда Формулы-1, которая занимается как раз стопом, они бы обзавидовали такой скорости. Они что же вроде соревнуются между собой? Кто быстрее наденет колес? Или оденет? Угу. Грязюка. Так. О боже мой. Прости. Привет. Привет, злой воин. Спасибо за визит. И за лайк. Да. У них не только команды соревнуются между собой, так даже стоперы соревнуются. Везде соревнования. Блин, поставил вроде движку мощнее, а едет так же. Посредственно.
Дурацкие камни. Так, ну что, наконец-то ехали. Секунда, даже доли секунды я уже отремонтировался. Как новенький. Так. Заправка тоже занимает меньше секунды. Спасибо, злой воин. Спасибо. Так и надо. Первым делом, как говорится, лайки. Ну а девушки потом. Так. Кабеля есть? Погнали. Кабеля я еще не возил, кстати. Так, а куда нам? В район горной реки. Угу. Угу. Тем же макаром поедем? Я можно и здесь попытаться поехать. Нет, все-таки я поеду по... Потому что, в принципе, расстояние такое же. И отмечается. Все по фэншую сделаем. Бам, бам, бам. Так. Кстати, я еще на горе не был. Интересно, может быть там что-нибудь тоже есть, типа улучшений. Ну да, я не говорил. Ну, не озвучивал, но в чате же постоянно там это спамится. Что... Я думал, ты видел уже. Да там такая группа. Маленькая. Так, интересно, интересно. Не перевернемся? Как-то раскачивается так небезопасно. Я в группу выкладываю видос, ну вот как раз таки по стриму. Кстати, когда я его нагрузил, то есть весом нагрузил его вот этим, поинтереснее стал ехать. То есть, видимо, сцепление улучшилось. Наверное, так это работает. То есть на холостую, естественно, он едет плохо. Ну, по снегу. Сейчас прямо таки чувствуется, как будто бы цепляется в землю.
Ну да, да. Со временем вырастет. Правда, туда повадились вступать, ну, в мою группу аккаунты с женщинами, с голыми женщинами. Я не понимаю, в чем прикол. Я уже оттуда человек 10 выбросил, ну, пап этих. Ё-моё! Тише, 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 тише. Я понял. Тут надо нежно. Что-то прямо раскачивается. Не к добру это. Я участников скрыл группы. Сейчас вроде перестали вступать. Поголовно просто залетали. Я человек говорю, 20 было, ну плюс эти голых баб. Друзей нет, просто голый фото. Вроде сидят, ничего не делают, просто залетают. Я думал, может, спамить будут в комментах. Нет, ничего не делают. Просто сидят. Для чего это? Какой-то в этом тоже смысл есть для них. Я пока не понимаю еще. Не понял, не допер. Я тоже, кстати, скрыл страницу свою. Прекрасно идет, просто великолепно. Ну так, так я и вычищаю эти, так сказать, аккаунты, которые подписываются. Не, мне кажется, они... Там же у них ссылки на всякие порно-ресурсы. То есть, мне кажется, с этим учетом залетают. Типа они думают, ну раз их группа, ну, игрового плана, значит там сидят, ну, дети, ну не дети, там, какие-нибудь подростки, которые будут, собственно говоря, бродить по участникам этой группы, будут видеть голых баб, будут заходить на страницы их, ну, на аккаунты этих женщин и переходить по ссылкам по их, ну, мне кажется, с этим мыслям. Так сказать, своеобразная реклама.
Ну, да, я как раз с этим... По-моему, я закрыл доступ к комментариям, не помню. По-моему, да, закрыл. Чтобы, ну, случайно никто не комментировал. Из этих, так сказать, ваших женщин. Да, скоро уже будет светать. Надоело уже по темноте ехать. Ого, уже 12 часов доходит. Так, аккуратненько, тут тоже наклон, кстати. Да, да, я понимаю, о чем. Прекрасно понимаю твои шутки. Ну да, уже 57. Ну хотя еще 56, правда. Без одного. Сейчас, секундочку, чекну. 56. 56. Так. Эх. Куда дальше? А. Магазин прицепов. Не пропусти поворотик. У нас же 1 часовой пояс. Прости, 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 прости. Прости меня. Так. Так. Видимо, неправильно зашел, что ли? Так. Супер аккуратно попробую. Прямо к самой кромке прижмусь. Эй, ну я же идеально просто прошел, идеально. Застряло колесо. Блин.
Твою мать! Стой! У-у-у-у. Как у меня ёкнуло сейчас, а? Как у меня ёкнуло, блин. Ладно, еще раз, тихонько. Может, он сдвинулся немножко? Блин, серьезно застрял, зараза. Понял. Через эту было заправку ехать. Ну или здесь просто сделать пятачок. Да. А больше просто. Вот теперь по фэншую. По православному. Найс. Кстати, Колян, у вас же там этот Схиегумен безумный. Слышал про него? Он же там прямо это чуть ли не войну Путину объявил. Предлагает сдаться ему. Да. 20-й год, конечно, такой на события. А новость. Доставка груза. Жаль, у нас в отделе логистики нет таких грамотных специалистов, как вы. Спасибо за труд. Спасибо вам за 1,5. Есть контракт выполнен. Так, что у нас дальше? Пум-пум-пум-пум-пум. Здесь нет ничего. И здесь ничего нет. Так, а что делать? Все, что ли, получается? Финиш? Ну, вернее, здесь мы все сделали. Так. Ну да, все 3 галки. А, не слышал? Ну ты забей, Схиегумен. Я не помню, как его зовут. Но у него там... Погоди, сейчас. Попробую найти ссылку. Сейчас. Сейчас. А ты зайди на этот, на сайт, знаешь, как называется? Знак.ком. И там будут все новости. Как раз таки это вроде челябинский сайт. Вот эта новость пропала. Но она была. Точно говорю. Или не вчера, она может быть раньше. Может, на выходных. А, вот, нашел. Схиегумен Сергей предложил Путину передать ему полномочия президента. Не, я знаю, что ты Екатеринбург просто, ну, Челяба и Каты супер близко друг от друга.
Так, сейчас я скину ссылку. Вот. Так, окей. Мичиган. Есть. Аляска есть. Теперь Таймыр. Карта болота. Гараж открыт, кстати. Так, и чё мне на чем мне переезжать-то? С какой техникой? Так, город Зенигор со всех сторон окружен глухой сибирской тайгой и холодными водами океана. Но для соседних поселков он долгие годы оставался районным центром. Когда закрылись многие шахты, запилок и нефтяных вышек, промышленное сердце района остановилось. Заброшенные заводы и полупустые улицы наводят на грустный мысль. Но небольшая нефтедобывающая компания все же смогла разглядеть в городке некий потенциал. Ясно. Так. Так. Не, просто я помню, мы когда ездили, я когда состоял в клане Урфо, это год 12-11, как раз мы ездили в Екат, и от Еката, я помню, мы как раз недалеко проезжали, ну, не помню, как эти озера назывались, в сторону озер от Еката, пригород Еката, и буквально там, говорят, вот 100 метров и уже Челяб. Там еще заводик пивной был. Да, окей. Ну ты посмотри, да, интересно. Вот. И там буквально вот заводик, получается, и... Ну, по-моему, так. Он в Челябинске или уже, или в Екате, ну, в Екатеринбурге. Не помню точно. Короче, на границе заводик пивной. Пиво, кстати, прикольно там было. Так, ладно, болото. Как не добраться до болот? На чем добраться до болот? На Дерри Ланхорне или взять скаута, чтобы изведать все это дело? Челябинские озера далеко от Еката. Не, я помню местные ребята, у которых мы сидели отдыхали. Они говорят, вот это как раз таки вот рукой подать, и там уже Челяба. Серега, привет. Спасибо большое. Так. Давайте уберем его на стоянку. И... Так. Возьмем скаута. 230 км? Не, ну я имею в виду не сам город, не сам Челябинск, а граница области. То есть мы были на границе области. Челябинск. Так, стоянка. Бам. И еще давайте возьмем военный грузовик. Или ладно, хватит пока что. Погнали на Таймыр. Таймыр, болото, РФ. Наконец-то Таймырчик. Так, у меня тут хаммер, кстати, есть. Наконец... О!
Прикольно. «130 км». Не, я помню, мы вот отъехали от самого Иката. Я просто не помню, это так давно уже было. От самого Иката отъехали. Не помню, сколько ехали, может, час ехали. Может, полчаса. Доехали до типа какая-то деревенька, или сады ли это были, или деревня. Как раз в этой деревне, недалеко, буквально вот от нашего дома, где мы сидели, был пивзавод. И ребят сказали, что буквально еще проехать, и будет уже там Челябинская область, собственно говоря. Поэтому, ну, я запомнил вот эту информацию. Так, стоп. Мы же на таймыре все-таки. Надо поставить другие шинки. Так, с цепями нет. Так. О. Переобуваемся на лето. Блин, как будто бы в сталкере оказался. Такая дымка еще. Блин, офигенно. Такие разрушенные гаражи. Они прям передали дух этот. Безнадёги. Капец, разработчики. Не, ну в принципе, как есть. Как есть. Прикольно. Так, ладно, дальше. Так, International Loadstar. Вывести. Шинки тоже. Поставим вездеходные. Да? Ну вот, может быть, и доехали мы как раз. Я просто не за рулем был, я был бухой, сзади сидел, и поэтому даже не смотрел. Ну, примерно где-то час времени мы ехали. Я в то время много пил, поэтому... Тут даже цвета и краски изменились. Сочнее стало все. Но разруха. Но опять же сочно. Блин, как же они передали всю эту атмосферу. Там, наверное, еще деревянные дома есть. Ладно, интересно. Стоянка. Так. Шины. Да. Да. Я был слишком расслаблен. Шины. Внедорожник. Дутыши. Так, движок топ. О, это можно продать. Да, все стало на места. Не, ну как-то не гоже, что тут по русской земле ездят непонятные зарубежные автотранспорт. Где православные наши Уралы и КамАЗы, а? Так, ладно, обрисуем задачи. Обрисуем задачки. Что это у нас такое за... Охренеть, она здоровая. Вы серьезно? Она как Мичиган, пример. Может, чуть-чуть поменьше. Жесть.
Так, окей. Давайте по задачкам пройдемся. Так, 290, 260, 560. Грязные делишки. Сейчас будем проворачивать грязные делишки. Так, и 570. Требуется... Наконец-то нам потребуется сейсмовибратор. Геологоразведка. А то я думаю, на кой хрен нужен этот сейсмовибратор наконец-то. Сейчас нам покажут, зачем он нужен. Так, окей. Тайга Ойл. 260. Где-то было еще 560. Вот это возьмем. Нет, возьмем поменьше задачу. Для ознакомления. Низкое седло. Или же... А, вот это возьмем. На 500. Так, на 500. Доставить на лесопилку цемент. Так. Не понял. А, во. Тайгу не забудь попробовать. Хорошо. То есть мне еще сразу что ли купить? Получается, она сейчас сразу доступна, подожди. Может реально сразу ее купить? А, блин. Так, ну да, кстати. Тайга, где она находится? Азов, Ворон. Азов, Колобов, Азов. Катерпиллер. Пацифик. Вездеходы. Азов, Ворон. Степ. Тайга. Для доступа к этому автомобилю нужно исследовать мир. Нужно исследовать, короче, мир сначала. Ее нельзя купить. Автомобиль недоступен в России. Ну, там, видишь, его надо найти, тайгу эту. Просто так нельзя приобрести. $5700. Не то седло стоит же. В магазине не та тайга. Так, вездеходы. Азов. Ворон. Зикс. Степ. Тайга. Она во враге. То есть, ты сказал, надо приобрести, а потом ее нужно купить.
А ее нужно достать сначала. Так, вижу прицеп. Какой-то... Какие-то плиты. Вижу. Я вижу, вот какой-то агрегат стоит. Так, плиты налево. Да, вот он, получается. Может его потом откопать? Или он прямо такой хороший? Тайга, тайга, тайга. Его прямо закопали. Я хочу прокатиться. Хочу на этом вначале прокатиться. По, так сказать, по окрестностям. А потом уже тайгу достанем. Так, полуприцеп возьмем. По русской глубинке. Повстречаться с глубинным... Блин, офигеть, они избы сделали с антеннами даже. Я не понял, разработчики что, к нам в деревню едут? Так, направо. Да, смотрите, чекайте. То есть дом стоит, старый дом, и какая-то, ну, иномарка. Прям, ну, как в реале. Так и есть. Мне кажется, сейчас до конца стрима буду ездить и разглядывать местность. Даже заборы рушатся. Потому что я проезжаю мимо. КПшка. Да я это... Колян заберу, ну, то есть найду найду эту тайгу и сделаю, ну, перемещу свой гараж, но попозже. Я просто залипаю на это все дело, на эти достопримечательности. Как они сделали все, офигенно. Слава светскому народу. У них что, разработчики русские были? Они даже написали нормально. Ну, без ошибок. Так, цемент, цемент. Блин, так-то дорога не близкая. Сейчас мы мимо него проедем.
Хотя нет, не сейчас. Тайгу я буду на следующем стриме, наверное, доставать. Тут даже дорога такая же. Дорога такая же разбитая. Да. Они прямо хотели передать эту безысходность. И у них это получилось. Есть такой прямо родной-родной. Супер. Ну. Знакомый и родной. Так. Что, американские монстры не справляются с русской безысходностью? Да ё-моё. Я же зацепил другой. Эх ты. Блин, может я зря взял в этот прицеп? Тут прямо непростой маршрут. Я бы сказал, супер непростой, прямо. Поинтереснее, чем на Аляске.
У нас, кстати, парк недалеко. Ну, от меня парк недалеко. Я прямо еду сейчас по этой карте и наслаждаюсь запахом этого парка нашего. Эффект 5D. Эффект присутствия. Что-то я не подрасчитал с этим прицепом. Hey, music inside, спасибо. Thank you, man. Короче, определенно этот этот трак не для этой карты. Так. Все, я понял. Так, что-то мы говорили. Какой там Тайган? Блин. И жесткая карта, а? Оказывается. Так, а на чем мне его вызвали? Так. Ремонтные части нужны. Сейчас. Сейчас все будет, гайс. Отправим маленькую техничку на поиски этого Тайгана. И возьму еще с собой Хаммера. За компанию. Так. То есть там нужно на 100% отремонтировать и на 100% заправить, да? Да блин. Рем-мастерскую на вездеход. Не, ну я и взял, смотри, камера и этого приятеля. Тут, наверное, 300 единиц. И там 150. Сейчас мы с Хумером быстро делаем. Делишки оттяпаемся. Оживим советского монстра.
Да, круто. Вот она, русская действительность в глубинке. Какой неприятный мост. Отлично. Я так и планировал. Блин, подожди. Ай. Все нормально. И чтобы здесь проехать, я поехал по мосту. Все норм, играем дальше. Не расслабляемся. Да, я вижу уже его. Красавец. Ну, пока что. Так, тайга. Статус топлива и ремонта 0%. Понял. Угу. Понял. Так. Направить. Так, а чего у него баков нету, что ли? Я думал, у него есть баки. Ну, имеется в виду канистр дополнительный. Как же я ошибался. Так, папочка на месте. Только не переворачивайтесь, я тебя умоляю. Так, заправить. Так. Так, 40. И...
Ну такое себе, 50%. Так. Короче, надо еще одну ходку делать. Так. Это ж собаки, блин. Какая милота, а. Короче, ладно, гайс, сейчас оживим тайга. Вот как он? Тайга. Оживим тайгу. И уже будем заканчивать. И в следующей серии уже будем гонять на тайге 6436. Качнуть? А, ну естественно качнем. Только бы еще найти эти улучшения. Хотя мы же ездили по Аляске, там же открывали эти улучшения. Так, в чем проблема? Тут прямо какая-то лютая грязюка. Американская техника не справляется. Так, ремонт. 90%. Так, я что, перелил обратно, что ли? А, вот. Теперь лишь бы Хаймер добрался до туда.
Что он не ремонтирует? Так, источник, цель. Не понял, о чем, почему не ремонтирует? Хм. А, во. Так, 1000 раз я ему говорил, работы не трогай. Но разве меня слушают? Ну и ладно. Супер. Так, теперь что, можно присесть? Ух ты! Ты смотри-ка, у него и дифференциал, и полный привод есть. Понятно. Шоссейная резина стоит. Что это за модель такая? Что за Тайган? 6436. Я хз, что это? Так, двигатель. Надо искать. Коробку можно поставить. Подвеску искать. Так. Ух, какие прикольные колесики. Как жена и любовница. Не, ну за колеса лайк. Просто лайкетский большущий. Это для болот больше подходит, наверное. Ну, как раз колеса, такая резина. 7700, 7400. Я хочу в эти. Они прямо выглядят зачетно. Выглядит all right. Я сейчас чисто так напялю все, что можно напялить. И закончим уже на сегодня. 330 расход. Ой, бак 330 расход такой хороший. Ну, пока что. С непрокачанным движком. Так, ну и все модули, понял. Так, по бамперу стандартный. Так, хромированный козырек, естественно. Будем щеголять на таймбэре с хромом. Так, кондиционер. Так, маячок. Стояночная. Малые стояночные. Противотуманки. Так вот сделаем. О, без кондиционера, ну и хрен. Ух, как красиво. Ну, белый, кстати, самый крутой. Как мне кажется. Пока с белым погоняю. Так. Клаксончики. Пусть будут.
Трубы. Есть. Височки стандартные. По покраске что у нас? Все стандартные цвета. Камуфляжа нету, что ли? Поставлю синенькую расцветку. Ну что, вот такой вот красавчик. А? Это как отдельный вид искусства. Ну-ка, флаксончик. Не, ну какой-то флаксончик странный. Автомобильный. Так, салончик. О, ламповая подсветка. Прикольно. Надо, чтобы еще чек горел. Если бы чек горел бы, тогда бы это просто было бы 10 из 10, а? Я просто бы валялся бы, если чек бы горел постоянно. И лампочка масла тоже бы горела постоянно. И это было бы вообще бы супер топово. Прям попадание было в яблочко. Хотя если будет барахлить даже какие-нибудь приборы, будет вообще огонь. Так, ну что, ребятки, на этом, наверное, закончим. Спасибо, что были на стриме, ставили лайки, комментировали. И жду вас, как говорится, на следующем стриме в пятницу на прохождение игры SnowRunner Timer. Всем удачи, хорошего настроения и спокойной ночи. Не забывайте, кстати, подписываться. Всех обнял. Пока-пока.